Добрый день, дорогие друзья! Перед вами Альстромерия фламинго. Я уже ее неоднократно показывала. Но сегодня наша тема будет другой. Вот я хотела показать. Она цветет красиво. И вы знаете, что нам нужно отцветшие веточки, нам нужно постоянно убирать, чтобы стимулировать рост новых побегов, которые будут цвести. И постоянно мы смотрим, не отломилось ли что-то, кусочек корешка с этой веточкой. В данный момент там ничего нет. Вот такие слабо развитые. Мы видим, что здесь ничего нету, зачатков бутонов. Такие слабо развитые мы тоже все удаляем, чтобы... Вот они, видите? А нет, там один бутончик был. Ну, ничего страшного. Вот эти тоненькие. Смотрите. Они никому не нужны. Они только на себя тратят энергию растения. А мы знаем, энергии нужно много, потому что цветет альстромерия непрерывно, начиная с весны до морозов. Вот. Вот эту процедуру нужно постоянно проводить с альстромерией для того, чтобы она постоянно цвела. Вот здесь идут побеги. Вот вы видите, вот хороший побег идет, который будет тоже цвести. Вот побеги, которые цветут, бутоны с бутонами. Итак, вот когда мы оторвали все вот эти веточки, я все время вам говорю, перед этой процедурой я готовлю один горшочек рядышком с землей, и я просматриваю их. И если где-то есть какие-то зачатки корешков, то я их тут же прикапываю в такой горшочек. Нету стопроцентной гарантии, что все они приживутся и станут полноценными растениями. Но иногда это работает. Вот этот горшок стоит у меня уже где-то месяц. И я сегодня решила посмотреть. Есть ли какой-то здесь результат. Вот этот вот довольно-таки я поздно засунула сюда. Его просто так выдерну. Покажу вам вблизи. Ничего я тут не вижу. Обратно его тоже закопаю. Посмотрю еще. Смотрим. Так, здесь все засохло. Здесь пока еще непонятно. Тоже обратно его закопаю. Так, ну вот тут уже точно понятно, что здесь уже все подсохшее и ничего не будет. Так, и вот здесь два таких уже, смотрите. Сейчас мы аккуратненько их подкопаем. Ой. Вот, смотрите. Вот эта вот веточка, которая была выдернута из горшка, и на ней были корешочки. Сейчас я сделаю паузу, сполосну. Вот, смотрите, я его немножко сполоснула, чтобы было видно. Смотрите, какие хорошие корешочки. Прямо бульбочки такие. Вот тут вот у нас почечки. Вот тут почка, вот тут почка, вот тут. Ну, посмотрите, какие хорошие корешочки. Это означает, что это
извиняюсь. Это означает, что это вот уже полноценное растение. И я его уже сейчас даже сюда закапывать не буду. Я ему сейчас предоставлю отдельный горшочек. Это, напоминаю, результат вот прополки, можно сказать, альстромерии фламинго. Вот, смотрите, довольно какие корешочки. Да, еще раз скажу, что это не всегда так, но если мы... Вот здесь было у меня сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 я прикопала. Из 6 мы получаем даже одно растение. Это уже хорошо. Так, уже так глубоко. Сейчас, подождите минуточку. Попробую его. Опля. Надо быть всегда осторожным с корешками, не только с молодыми. Вообще они очень хрупкие, очень ломкие. Сейчас тоже сполосну его, чтобы было лучше видно. Вот смотрите. Вот эта веточка, которую я прикопала изначально. Она подсохла уже. И вот такие пустили корешки. Вот сейчас поближе вам покажу. Вот здесь вот почечки такие. Ну, смотрите, какие замечательные корешочки. 3 бульбочки. Такие всасывающие корешочки. Вот. Вот. Прошло примерно месяц. И за это время вот мы имеем 2 альстромерии. 2 отдельных растения от вот этой красавицы. Пробуйте, товарищи. Тоже посмотрите. Это совсем не трудно. И я думаю, что если купить один куст альстромерии, даже дорого, то можно довольно-таки быстро его размножить. Пробуйтесь, ничего не бойтесь. Смотрите наши видео, учитесь вместе с нами, и вы получите вот такую красоту в своем саду. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и подписывайтесь на наш канал. Друзья мои, я решила здесь сделать небольшую дописку. Я посадила эти 2 маленьких корешочка от альстромерии фламинго. Вот такие 2 зелененьких горшочка. Я уже вам говорила, я стараюсь где-то приблизительно одинаковые горшки подбирать для одних и тех же растений, чтобы не так путаться. Вот. Я это сделала для того, чтобы мы могли наблюдать с вами дальше. Потому что, повторю еще раз, на моем канале мы всегда будем показывать результаты всего того, что мы делаем. Даже если они будут отрицательными. Вот как вы здесь видели, мы столько сгнило этих веточек, которые мы сажали. Ну ничего, вот 2. Это очень хороший результат. 2 растения с отличными корнями. Будем наблюдать их дальше.